Да, выбрал я, конечно, время, когда начинать вести блог. О чем я хотел рассказать. Пару месяцев назад компания Samyang, которая производит объективы, презентовала коллаборацию с немецкой компанией Schneider Kreuznach. Schneider Kreuznach. С немецкой компанией Schneider Kreuznach. Вот так это произносится. Они также известны своими объективами для среднеформатных камер и кинопромышленности. Вместе они выпустили сверхширокоформатный объектив 14-24 мм с диафрагмой 2.8. И увидев эту новость, я его сразу же захотел приобрести. А все потому, что даже несмотря на его универсальность и диафрагму 2.8, он легче, чем мой фиксированный 14 мм 2.8, также от Samyang, который я использую уже с 2019 года. Для кого такой объектив? Кому нужен сверхширокий угол такой? Он прежде всего нужен для съемки недвижимости, астрофотографии, пейзажей и в том числе портретов. Как это выглядит, можете посмотреть прямо сейчас. Те кадры, которые я делал. И, в общем, я загорелся, и наконец-то он ко мне приехал. Samyang Schneider Kreuznach. Что мы видим на коробке? ЛК Samyang. Раньше они назывались Samyang Optics, но решили переименоваться в Leading Korea Samyang. Здесь мы видим, что это коллаборация 1424 для Sony 2.8. Автофокус, что немаловажно. Ну что, приступим к распаковке. Открыв коробку, вы обнаружите инструкцию, которую, конечно же, никогда не прочитаете и сразу уберете в сторону. Затем идет защитный поролон, который позволяет не разбить объектив. И, собственно, упакованный наш Bad Boy. У него есть бленда, передняя крышка, задняя крышка, все брендированное. Как можно увидеть, передний фронтальный элемент практически не выпирает, что позволяет нам здесь размещать светофильтры. И бленда не фиксированная, как, например, у моего же Samyang 14 мм и у остальных сверхшириков зумов. Обычно в этом случае фильтры крепятся либо сзади, либо большим таким квадратным фильтром, но это очень геморройно и очень дорого. Что у нас здесь есть? Кольцо смены фокусного расстояния, естественно, кольцо фокусировки, оно довольно плавное, мягенькое. Кольцо фокусировки более сопротивляющееся. При этом, как мы видим, хобот не удлиняется, когда я трясу объективом. На фокусном расстоянии 24 он в самом коротком своем положении. Когда мы переводим 14 мм, он удлиняется. Также можно заметить на объективе синее кольцо. Обычно на Samyang оно было оранжевое, ну такое красноватое даже, я бы сказал. Из-за того, что это коллаборация с компанией Schneider, они сделали синее кольцо. Здесь также есть переключатель автофокуса и мануального фокуса. Это очень удобно. И кастомная кнопка. Также снизу есть порт Type-C, который позволяет обновлять прошивку объектива. И вам не понадобится докупать отдельную док-станцию, как это было раньше. Но при этом объектив имеет резинки и защищен от пыли, от некоторой влаги. Естественно, топить его не стоит. А то он может захлебнуться. Как я говорил, самая главная ценность это то, что он легче. И даже меньше, чем мой фикс-объектив 14 мм 2.8. Если мой весит 505 грамм, то этот 445. Прикольно. Но, возможно, в нем есть некоторые допущения, сделанные производителем, которые могут как бы немножко подпортить картинку, чтобы он стал таким легким. Это мы узнаем позже. Ну и, конечно же, объектив пластиковый. Но при этом дешевым он не ощущается и выглядит вполне солидно. Мне нравится. Кстати, диаметр для фильтров 77 мм, но лучше подбирать фильтры с низким бортиком, чтобы не добавлять виньетки, когда снимаешь на 14 мм. Что ж, давайте перейдем к задротской части, как мы фотографы любим, поизучать, посравнивать объективы, у кого резкость чуть получше, у кого бочка меньше, у кого меньше виньетка. И приступим к изучению пикселей. Слева у нас Samyang фиксированный 14 мм, справа новый объектив. При одинаковой экспозиции новый объектив чуть-чуть темнее при открытой диафрагме.
Также заметна более сильная виньетка, чуть более сильное искажение бочки, но при этом шире угол обзора. И есть разница в температуре. То есть выставлена одинаковая температура и тон, но новый объектив выглядит чуть холоднее, чуть более фиолетовый. Слева более зеленоватый оттенок. Но при этом что можно заметить? Слева у нас здание практически не в фокусе, такое подразмытое, здесь все в фокусе и резкое. Но и на ближнем плане происходит то же самое. Здесь у нас все размыто, на новом объективе все резко и все видно. Если мы сравниваем края, то здесь прям разница разительная. Но, возможно, дело в том, что выдержка 1/60 и произошел некоторый сдвиг во время съемки, и из-за этого чуть более размыто. Ну и на данном примере в абсолютно всех частях кадра новый объектив лучше, кроме, конечно же, того, что он с большей виньеткой. Это было до применения профиля коррекции, теперь после. Бочкообразное искажение ушло, стало чуть светлее, и обе картинки выглядят в целом хорошо. Здесь я нашел стену с вертикальными и горизонтальными линиями, чтобы можно было как раз продемонстрировать искажение объектива. У всех файлов температура выставлена одинаковая. И здесь мы видим, что слева на фикс-объективе опять температура более теплая и зеленоватая. Справа на новом объективе более холодная и более фиолетовая. Также наблюдаем разницу в искажениях. На зум-объективе она более сильная на 14 мм, чем на фиксе. Также более сильная виньетка. Давайте теперь приблизим и посмотрим резкость. На диафрагме 2.8 удивительно, но зум более резкий и более контрастный. Текстура швов видна прям очень хорошо, когда слева она довольно размытая. Правый верхний угол. Здесь мы тоже наблюдаем, что новый объектив гораздо более качественно отрабатывает. Теперь давайте посмотрим, как будет влиять закрытие диафрагмы на виньетку. Теперь оба объектива на прикрытой диафрагме f4, f8, и на фикс-объективе виньетка уже заметна не сильно, когда на зум-объективе она все еще довольно явная. И теперь на прикрытой диафрагме давайте сравним резкость. И нет никакого сюрприза, что новый объектив все так же более резкий и контрастный. И теперь давайте применим профили Lightroom для этих объективов. И здесь обнаруживаем минус, который, я надеюсь, что в будущем поправят. Профиль плохо убирает искажения. То есть видно, что линии по-прежнему остаются довольно искаженными. И исправить их непросто, линии все равно остаются кривыми. При этом для фикс-объектива профиль хороший и все линии ровные. То есть вот, без профиля, с профилем. Конечно же стало лучше, но все еще криво. Дисторсия стоит на 100%. Если мы ее повысим, мы можем в некоторых случаях улучшить картинку, но как видим, устраняется это не полностью и в некоторых случаях может даже стать еще хуже. Надеюсь, что это исправят. А теперь необычное сравнение. Справа у нас Samyang на 24 мм, а слева Sigma 2470 2.8 Art, также на 24 мм. И мы видим, что Sigma в этом случае имеет более плохое искажение, когда Samyang показывает идеальную картинку с небольшим виньетированием. Но в плане резкости и контраста здесь, конечно же, лидерство берет Sigma. На Samyang картинка чуть более мягкая, однако при этом все равно довольно контрастная и все детали видны. Если мы перейдем в угол кадра, Sigma показывает большую резкость, Samyang не хватает немножко контраста. В правом нижнем углу картинка повторяется, в правом верхнем тоже. Прикрываем диафрагму до f4 и до f8. Виньетки практически уже нет на Samyang, на Sigma она слегка наблюдается. И теперь давайте еще раз сравним резкость. Здесь уже разницы практически незаметно. Sigma все еще чуть получше, но это прям минимальная разница. После применения профиля в Lightroom Samyang чуть-чуть осветляет углы и никаких искажений исправлять не приходится. Sigma также высветляет виньетку, но при этом искажение полностью не убирается. Вот как выглядит применение профиля на Samyang 24 мм. Чуть-чуть высветляется виньетка и прям минимальная дисторсия. И, пожалуй, самый главный недостаток данного объектива – это вот такие радужные блики на 14 мм, когда источник света находится у нас прямо в центре кадра и светит в камеру. К сожалению, он никак не устраняется закрытием диафрагмы и виден даже на f11. Единственное, что помогает его убрать – это зум. Если мы приближаем до 17 мм, то он уходит. При этом на Samyang 14 мм в фиксе этого никогда не было. И ни под каким углом такого блика не появляется.
На удивление оказалось, что объектив довольно хорош, у него хорошая резкость по центру, а также хорошая резкость по краям кадра. На 14 мм мы видим заметные бочковитые искажения, которую, конечно, можно поправить в Lightroom, скачав профили с официального сайта, однако можно заметить, что делает он это не идеально и прямые линии все равно остаются немножко искаженными. Виньетка на 2.8 заметная. Если же мы переключаем на 24 мм, то можно увидеть, что бочки практически нет, так же как и нет подушкообразного искажения. Виньетка также минимальная. Каких-то сильных хроматических аберраций я тоже не заметил, но слегка присутствует. Но, к сожалению, есть и ложка дегтя, о которой я подозревал все-таки, покупая этот объектив. На 14 мм он очень плохо справляется с контровым светом, особенно если источник находится прямо по центру кадра. На кадре появляется круговой блик, радужный такой. Пропаганда ЛГБТ запрещена на территории Российской Федерации, который, к сожалению, не убирается, даже если прикрывать диафрагму. Он уходит примерно на 16, а скорее даже 17 мм, а все, что шире, этот блик присутствует. Если сильный контровой источник находится прямо в центре, то круг виден и сверху, и снизу. Если он находится с одной из сторон, то круг появляется с противоположной стороны. И пофиксить это в постобработке практически нереально. Однако кейс использования в таком контровом свете не думаю, что является прям довольно частым. Особенно когда источник света прям по центру кадра. Чаще всего он где-то сбоку, может чуть сверху или вообще где-то вдали. И это не должно сильно отражаться на вашем кадре. Плюс, если все-таки необходимо так снять, возможно, стоит переключиться на 16, 17 или 18 мм. Тогда это полностью уйдет. Если кадр не является супер динамичным, можно вот так снять, а потом сдвинуть камеру чуть влево, чуть вправо или там вверх-вниз и сделать некоторую панораму, тем самым восстановив как бы 14 мм. Кстати, на момент съемки я не нашел ни одного обзора на YouTube на этот объектив на русском языке. Я находил только иностранные обзоры данного объектива, после них, собственно, я и захотел прям полноценно приобрести этот объектив. На данный момент он не продается ни в одном фотомагазине у нас в России, и единственное, где его можно найти, это либо на Авито, если кто-то уже успел его выцепить из-за границы, либо заказывать на Алиэкспресс. И вот мы подходим к цене. На данный момент она порядка 95 тысяч рублей, если заказывать, собственно, с Алика. Когда он появится в магазинах, скорее всего, будет стоить даже подороже. И в этом плане могут оказаться интересны его конкуренты. Например, Sigma, которая также 14-24 2.8. Ее можно найти в магазинах, она продается давно, и бэушная порядка 70-75 тысяч рублей можно найти. И при этом Sigma весит почти в 2 раза тяжелее, чем этот объектив. Не впервые так, да? У него фиксированная бленда, соответственно, нельзя накрутить фронтальные фильтры, и он более громоздкий. У Sony есть 12-24 f4, который выпущен очень давно и все еще стоит бэушный больше 120 тысяч. И при этом он темнее. И при этом у него хуже резкость. Но это Sony. Обычно у них лучше с автофокусом дела. Ну и, конечно же, есть Sony 1224 2.8 G-Master. Стоит почти 200 тысяч рублей и весит уже точно в 2 раза больше. И также у него закрепленная бленда и нельзя спереди надеть фильтры. Однако есть крепление для задних фильтров. Если вам интересно, чтобы я сделал сравнение с этими зумами, а не только с старым моим Samyang, пишите комментарии, скажите, какой объектив вам наиболее интересен для сравнения вот с этим бэтбоем. И если будет достаточно активности, я сниму сравнение. Ну а так, вывод такой, что объектив классный, когда он будет стоить дешевле, где-то на уровне Sigma, я думаю, он будет прям очень хорош, потому что легкий, с хорошей резкостью, можно закрыть глаза на главный недостаток с бликом, потому что, как я говорю, это не является какой-то такой распространенной задачей, скорее всего, для большинства людей. Выглядит он классно, легкий и универсальный. Мне он понравился, на него я стал снимать гораздо больше, чем вот на свой старенький объектив, потому что 14 бывает зачастую слишком широко, а здесь есть как раз некоторый простор. Ну и в конце давайте вам покажу, что я наснимал именно на этот объектив.